Приветствую вас, дорогие зрители и слушатели. У микрофона Ульяна Максименко. В студии со мной Павел Орехов, шеф-редактор проекта «Перископ». И мы продолжаем нашу рубрику «Экономическая география» или «География наших регионов». Недавно мы ее совсем закрыли почему-то, не дойдя до Забайкальского края, и к нам постучались и зрители, которые живут в этом регионе, и попросили записать спецвыпуск, посвященный данному региону. Поэтому мы решили сделать исключение и продолжить нашу рубрику еще наверняка на несколько выпусков, пока все-таки не дойдем, не пройдем своими информационными шагами. Не дотянемся до каждого региона нашей страны. Да. Информационными. Мы ее формально не закрыли, эту рубрику, просто она чуть пробуксовала в силу того, что, во-первых, контента накопилось очень много, и она и так выходила довольно медленно. Плюс текучка немножко это все дело. Да, затормозила, но все-таки вопросы развития нашей страны – это одни из ключевых вопросов, и в контексте вообще в целом вопросов внешней и внутренней политики, в контексте вопросов, которые рассматриваются на Перископе, в контексте тех проблем, которые рассматривает проект «Эра». Вот. Ну и, соответственно, про Забайкалье, конечно, хотелось бы поговорить, потому что регион интересный, регион со сложной судьбой, и в прошлом, и в будущем, вот, и в наши дни он тоже переживает определенные трансформации, связанные с переходом вот как раз от советской плановой экономики к рыночной. Приходилось общаться с людьми из региона, слышать о проблемах, которые связаны с его развитием. Но, наверное, здесь заправила и будет Ульяна, которая, не знаю, хорошо ли знакома, плохо ли знакома с его проблемами. Нет, я плохо знакома с его проблемой, и как раз предложила бы тебе поговорить о нем в качестве и стратегического значения, как мы обычно, что там можно построить, какая там сейчас промышленность, что там с заводами, какой климат, может быть, мы поразмышляем над тем, как бы мы его смогли бы потенциально обустроить. Вообще, Забайкалье – это такое уже, можно сказать, географическое продолжение вот этого центральноазиатского региона. Это Монголия, степи, в том числе вот эти вот, собственно говоря, центральноазиатские, с суровыми зимами, с табунами вот этих маленьких полосатых лошадок. А с другой стороны, это горы и горная тайга, озеро Байкал. В целом, очень интересный и богатый своей историей регион, где пересекаются судьбы множества народов. Прям колоссального количества. Собственно, здесь Монгольская империя зарождалась, так-то на секундочку, и в более древние времена. Здесь изначально кочевали, можно сказать, предки современных индоевропейцев, потом скифо-сарматские племена вот сюда же тоже проникали. И потом племена уже алтайской языковой семьи, тунгусско-маньчжурские племена. Здесь намешана масса всего. Русские, этот регион освоив, в нем закрепились настолько прочно, что даже конфликт с могучей Маньчжурской империей, в общем, не поколебал позиции наших в Забайкалье. И Забайкалье долгое время оставалось таким оплотом, бастионом нашим на Дальнем Востоке, в то время как, допустим, Преамурье оставалось в руках китайцев, вплоть до середины XIX века. То есть центр нашей земли дальневосточной, он, в общем-то, долгое время находился в Забайкалье, и в Якутске, севернее. Но здесь принципиально иные климатические условия. Когда мы говорим «Сибирь», мы же представляем себе вот эти бескрайние лесные просторы, могучие реки, там, я не знаю, заснеженные тундры. Здесь, конечно, тоже все это есть, и реки здесь огромные. С другой стороны, здесь же берет начало Амур, здесь его истоки, а с другой стороны, да, это вот уже степи. Это степи, это совершенно другой мир. И здесь стык с Китаем. Через Забайкалье у нас долгое время шла торговля с Китаем, там не случайно, в общем-то, чайные караваны именно здесь начинались. Здесь шла зарубежная торговля наша с нашими дальневосточными соседями. Да, там через какое-то время с присоединением Приморья и Преамурья этот регион, может быть, не то, что куда-то там на задворке ушел, на второй план отошел, объективно. Тем не менее, все равно он оставался довольно развитым. Кстати говоря, это здесь начало сибирской металлургии. Петровск-Забайкальский – это место, где у нас первый металлургический завод
ну, относительно крупный в Сибири возник и долгое время обеспечивал весь Дальний Восток металлом. Здесь же зародилась наша атомная промышленность, потому что здесь начали добывать урановые руды в Советском Союзе, ну и до сих пор тоже добывают. Вот. Он до сих пор сохраняет ключевую роль в торговле с Китаем. Но в целом, если говорить про социально-экономическую ситуацию, то она тут плачевная. Потому что регион, несмотря на вот стратегические выгоды своего положения, на стыке границы с Китаем, с Монголией, на стыке вот этих географических стран, тем не менее, долгое время оставался таким окраинным сельскохозяйственным. Вот. И с распадом Советского Союза многие отрасли, которые здесь развивались, они пришли в упадок. Вот у меня была одна знакомая, родом как раз оттуда, она жила в Москве, вот, мы с ней по работе, в общем-то, общались, она рассказывала, что вот в ее родном селе, я сейчас не буду вспоминать название, не помню, честно говоря, она говорит, единственное предприятие рабочее осталось, это магазин на 2 рабочих места. То есть остальные люди подрабатывают какими-то заработками сторонними, иногда даже уезжая в Китай. Может быть, с тех пор, как я с ней общался, что-то поменялось, но, насколько мне известно, все равно регион остается довольно депрессивным. Вот, если вот, наши зрители имеют какую-то новую информацию, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. То есть это логистический потенциал для торговли? Там, на самом деле, потенциал много для чего есть. Это, во-первых, регион, богатый природными ресурсами. Там, как минимум, добывается золото, там добывается уран. Там есть залежи разных металлических руд, и не только железо, полиметаллы там, например, есть. В плане энергетики это тоже, как минимум, регион, богатый гидроэнергией. Дальше, в плане сельского хозяйства. Тут принципиально лучше почвы. То есть здесь вполне может быть развито сельское хозяйство. Ну, например, даже в долине рек, впадающих в Байкал. Там вполне возможно ведение зернового хозяйства, скотоводство, в том числе пастбищное. Оно там и было развито довольно сильно. Опять же, по соседству Китай. Здесь можно заниматься не только, ну, условно говоря, транзитом китайских товаров, но и выстраиванием партнерских отношений. То есть, допустим, с производством или переработкой каких-либо видов сырья и там, совместным их сбытом. Там, что-то на территории Китая, что-то, может быть, с территории Китая в качестве сырья могло бы поставляться и здесь перерабатываться. Тем более, что прямой выход на Транссибирскую магистраль этот регион имеет. Она до туда и шла изначально. Вот. Дальше там продолжение уже китайской восточной железной дороги. То есть в плане логистики регион хорош. Вот. В плане скрытого потенциала он имеет очень серьезный задел на будущее. Вот. Но в плане того, как этот задел сегодня реализуется, ну, наверное, есть к чему стремиться. Да не наверное, а точно есть. То есть там уже построены дороги или нам еще предстоит его обустраивать в плане передвижения? Здесь что надо сказать? У нас по-хорошему дороги построены много где. Но даже в центральной России плотность железных дорог оставляет желать лучшего. То есть во многих странах Западной Европы, даже с учетом того, что сократилась протяженность железных дорог, ну, в силу развития автомобильных, все равно плотность железнодорожной сети выше, чем у нас. Что говорить про Дальний Восток, и Забайкалье в том числе. Конечно же, там могла бы быть выше плотность железных дорог, намного. И к этому предпосылки есть. Ну, естественно, это вопрос стратегический. То есть вопрос, который должен решаться в том числе и на государственном уровне. То есть должна быть стратегия развития, о чем мы всегда говорим. Эта стратегия развития не может быть замкнута на один регион. Каждый регион – это лишь одно звено в общей цепи развития нашей страны. То есть они все между собой взаимосвязаны. Забайкалье тесно взаимосвязано с Предбайкальем, с Иркутской областью, с Красноярским краем. Оно тесно связано с Дальним Востоком, с Преамурьем, с Приморьем, с северными регионами, с той же Якутией, и, соответственно, с соседями, с Китаем, с Монголией. Монголия сейчас динамично развивается, в Монголии строятся свои металлургические комплексы, Монголия развивает свою энергетику.
собственно говоря, вот, пожалуйста, пример Монголии показывает, что этот регион может динамично развиваться. Тем более на фоне, например, растущего спроса, во-первых, на стройматериалы. Это с одной стороны, если мы собираемся развивать регион, то нам потребуются стройматериалы, а там сырье для этого есть. Тот же лес, тот же металл, как я уже сказал. Вот. Вот по поводу сырья для производства цемента, не могу сейчас точно сказать, но наверняка оно тоже имеет место. Опять же, энергетика. Ну и плюс ко всему есть Китай, который вообще просто с огромным рынком, который всегда может там впитать в себя массу товаров, в том числе и поступающих из других стран. Не только своими товарами делиться. Мы, кстати, какой подход будем больше использовать, когда у нас есть количество регионов, и мы думаем, в каком регионе что существует для местного строительства, и компонуем их таким образом, что один регион производит это, которое нужно другому региону. Или мы стараемся весь регион сделать максимально на самообеспечение, условно говоря. Да. Ну, с одной стороны, конечно, должно быть какое-то самообеспечение, оно как минимум в стратегическом плане должно иметь место, хотя бы в силу того, чтобы в этот регион не завозить издалека те товары, которые здесь могут быть на месте произведены. Да. Вот. А с другой стороны, ну как без разделения труда? То есть, если мы, например, знаем, что в этом регионе производится золото, ну, добывается золото, там оно есть, это значит, что надо бросить ресурсы дополнительные на увеличение его добычи. Уран здесь есть. То есть, соответственно, вот этот регион снабжает ураном другие регионы. Вот. Допустим, здесь есть металлургическая база. Эта металлургическая база может получить развитие и снабжать уже своей продукции, там, допустим, соседние регионы, хотя в соседних регионах тоже, откровенно говоря, есть такая база. Ну, вот на таком уровне. С другой стороны, очевидно, что, например, какие-то отрасли, к примеру, опять же, автомобилестроение, здесь смысла нет развивать. Нет, да. Потому что, с одной стороны, автомобили могут поставляться из Китая, с другой стороны, они могут быть ближе к рынкам сбыта, ну, например, где-нибудь в более густонаселенных районах Дальнего Востока или там на Урале, в центральной России. То есть туда в каком-то масштабе они могут быть перевезены. Некоторые отрасли легкой промышленности, например, текстильная промышленность, логично было бы здесь на базе местного сырья развивать шерстяную. Но с другой стороны, хлопчатобумажную, это сюда дополнительный подвоз хлопка должен быть, он здесь не растет в природе. Вот. Или, например, льняная промышленность. Ну, выращивать лен в условиях не совсем подходящих для его выращивания тоже смысла нет. То есть вот такие вот моменты, обусловленные географическими факторами, социально-экономическими факторами. Забайкалье – это какие социально-экономические и географические факторы? Ну, во-первых, это пограничный регион. Угу. То есть, соответственно, здесь ряд предприятий должен быть связан с развитием обороны нашей страны. То есть это как минимум какие-то ремонтно-механические мощности для обслуживания, может, каких-то механизированных подразделений наших. С другой стороны, поскольку это узловой регион, в том же транспортном плане, то, может быть, здесь должно быть транспортное машиностроение, металлообработка связана. К примеру, я опять же говорю, тут должна быть более серьезная аналитика, чем вот то, которую мы сейчас выдаем. Но, тем не менее, на базе местной металлургии производство рельсов или какой-нибудь железнодорожной арматуры. Наверняка она здесь получила бы серьезный спрос. Вот. Производство товаров широкого массового потребления. Ну, опять же, на базе местных ресурсов вполне это может быть вот та же самая шерстяная промышленность. Но если здесь есть условия для ее развития, опять же, есть по соседству страны, которые могут снабжать сырьем, та же самая Монголия, вот, сырье для кожевенно-обувной, шерстяной промышленности, они здесь могут получить развитие, и более того, они и получали развитие в свое время. Вот. Наличие леса, деревообработка, опять же, это уже материал, кстати говоря, для лесохимии в том числе. Вот. Вот хотя бы вот на этом уровне. Ну, опять же, условия развития для, как я уже сказал, сельского хозяйства здесь имеются, это, соответственно, пищевая промышленность. То есть вот это вот та база, которую я сейчас накидал, это то, что может получить развитие уже сейчас. А как там дело обстоит с малыми городами и туризмом? Ну, малых городов тут много. Вообще для туристов здесь широкий круг возможностей. Это и экотуризм
с горами, горными потоками, широкими реками, по которым можно сплавляться. Это и культурный, этнокультурный туризм, потому что это же территория, заселенная народами, которые в культурном плане очень сильно отличаются от тех народов, которые населяют, например, нашу восточноевропейскую равнину. Ну, например, там они буддисты. Там есть буддийские храмы, буддийские монастыри. На это интересно просто посмотреть. Там же есть Байкал. Это вот наша сокровищница всея Руси, да и вообще в целом мировая. Глубочайшее озеро в мире с огромным запасом пресной воды. Ну, вот. И это может развиваться. Ну, вот. С другой стороны, ну, как я уже сказал, там же по соседству Китай. Не захочет ли он оттяпать часть этого мира? Ну, мало ли кто чего захочет, но для этого у нас, в общем-то, должна развиваться наша страна. Чем больше развита наша страна, тем меньше возможностей у других оттяпать куски от нее, правильно? Насколько там культурное влияние Китая, не знаешь? Культурное влияние Китая как минимум прослеживается на культуре местных народов, которые долгое время жили по соседству с Китаем. Если мы посмотрим на архитектуру традиционную вот этих народов, например, буддийские храмы, но они явно под влиянием вот этой восточноазиатской архитектурной традиции развивались. С другой стороны, ну, здесь абсолютно такое же влияние русских. Ну и вообще свои собственные сибирские традиции. Тут стык вот этих культур, это очень интересно. Просто посмотреть вот на быт этих народов, которые живут совершенно в других условиях, живут в юртах, ну, вот, пасут традиционный там скот, коней на своих просторах. Ну, буряты довольно крупный и интересный самобытный народ. В том числе, ну опять же тут по соседству монголы, родственные им. Ну, народу тунгуссо-маньчжурской языковой семьи. С ними тоже не все так однозначно, в том числе и в культурном плане. Так, на секунду, маньчжуры долгое время правили Китаем, то есть династия была маньчжурская. Так что вот так. Климат. Ну, про климат мы уже немного поговорили. Климат там своеобразный. Там Ну, я слышала, что там плюс 50 может быть. Ну, это может, потому И что песчаные барханы. это же степь. Там переход к степям происходит. То есть, получается, север региона – это тайга, как раз наоборот, с избыточным увлажнением, с сплошной лесной растительностью, где растут там лиственницы, кедры. А с другой стороны юг, там практически безлесные пространства. То есть это уже все, это монгольская степь, по большому счету. Там сухо, там резкие контрасты, там может быть плюс 40 летом и минус 40 зимой. Кочевники там есть? Ну, собственно, все вот традиционные народы, которые там обитают, они традиционно кочевые народы. Традиционные народные промыслы это какие? В том числе и все то, что производят кочевники. Это обработка кожи, там обработка, собственно, продукции животноводства. Нет, ну и не только. Почему? Вот они, например, всегда славились своими воинскими традициями. Но не случайно, собственно. Это были те народы, которые вот в свое время завоевали пол Евразии. И он, собственно, оттуда родом сам Чингисхан. С Забайкалья. Ого. Вот. Так что вот оно, да, имеет славные древние традиции. Там кое-какие артефакты с тех времен остались. Например, там прослеживаются следы древних валов, которые, судя по всему, оседлые народы строили от кочевников. Но это, правда, их не спасло. Это такие своеобразные мини-китайские стены. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании. Были ли особые трудности после распада Советского Союза, которые испытывал этот регион? Ну, это вот, как всегда, вот это вот наши социально-экономические проблемы. Масса отраслей, которые связаны, вот, в том числе с производством товаров широкого народного потребления, которые просто перестали существовать. И плюс ко всему это вот кризис вот этой колхозно-совхозной системы.
То есть здесь, на этих просторах, было сельское хозяйство организовано по тем же принципам, как и везде. И с разрушением этой традиционной нашей, вернее, традиционной, советской экономики, сельскохозяйственной, соответственно, пришел кризис и в Забайкалье. И тут надо понимать, что это, как и в Нечерноземье, все-таки территория не настолько благоприятная для развития сельского хозяйства, как, например, Кубань или Центрально-Черноземный район. То есть с этим связано то, что сюда идет меньше инвестиций. Безусловно, сейчас у нас сельское хозяйство развивается. В целом, по сравнению с тем периодом, когда у нас поля были брошены. Но оно развивается в основном на тех территориях, где его развитие приносит наибольшую прибыль. Мы живем в условиях капитализма, а капитализм – это всегда про прибыль, максимальное извлечение прибыли. То есть, соответственно, вот здесь надо понимать, что далеко не каждый район, даже вот в сельскохозяйственных областях наших, юго-центральной России, может давать одинаковую прибыль с теми районами, где тучные черноземы, там, я не знаю, хорошая система орошения, там, как, допустим, долина Кубани, где можно рис выращивать, или там, допустим, я не знаю, какое-нибудь нижнее течение Волги, где бахчевые культуры. Так и здесь. Ну, с одной стороны, да, есть довольно благоприятные для развития сельского хозяйства территории. С другой стороны, есть те районы, которые находятся в зоне рискованного земледелия и могут быть дотационными. Тут, как я уже говорил, развитие любого региона – это в первую очередь стратегия. Стратегия и тесная взаимосвязь с другими регионами. Что касается Забайкалья, то, конечно, оно еще ждет своего развития. Есть целый ряд и городов, и районов, которые должны получить свое развитие. Ну, во-первых, это столица Бурятии, Улан-Удэ, город, который, я думаю, что в перспективе должен стать одним из крупнейших городов на Дальнем Востоке, очень удобно расположенный. То же самое можно сказать про Читу, Нерчинск, древний, который сейчас, по большому счету, относится к категории малых городов, но это город со славной историей, с одной стороны, а с другой стороны с очень хорошими перспективами, потому что вот он как раз находится на стыке, в том числе и транспортных, логистических магистралей. Да. Тут я вот читаю про Забайкалье, тут вот в основном делается упор на логистический ход. Трансграничный ход с Китаем, да. Просто нельзя... И на пропускную способность восточного полигона, условно говоря. Да, в первую очередь, конечно. И говорится про работу в экстремальных условиях. Там резкие перепады температур. Вот, то самое, о чем мы тоже сказали, что север – это тайга. Вообще, в принципе, эта территория находится в зоне действия сибирского антициклона. То есть это территория, где зимой устанавливается область повышенного высокого давления. Всю зиму там стоит антициклон. Да, это один из самых сложных участков Транссиба. Там еще он сложен в том плане, что там рельеф довольно трудный. Во-первых, большое количество крупных и бурных водотоков, через которые надо перекидывать мосты. С другой стороны, это сложный рельеф. То есть холмы, горы, перемежающиеся с равнинами. И в-третьих, там есть вечная мерзлота. Хоть там и не зона сплошной вечной мерзлоты, как, допустим, где-нибудь в Центральной Сибири, но тем не менее она там присутствует. То есть она накладывает свой отпечаток. И плюс надо тоже сказать, что север этого региона захватывает Байкало-Амурская магистраль. И Байкало-Амурская магистраль и ее связь с Транссибом, она должна развиваться в большей степени, чем это есть сейчас. То есть, по большому счету, такие меридиональные транспортные пути для Забайкалья, которые не только в широтном плане, но и в меридиональном вытянуто, как, например, логично, что оно вытянуто как минимум вдоль побережья Байкала, но и в некоторых других тоже местах. Должны быть транспортные пути, которые вот эти две ключевые магистрали Дальнего Востока связывают. Но вот это вот как раз сталкивается с целой кучей серьезных, в первую очередь объективных, географических проблем. Сложный рельеф, вечная мерзлота, необходимость прокладки вот этих путей в местах с малым количеством населения.
Но, с другой стороны, без этого серьезного развития региона не будет. Так же, как надо увеличивать, например, пропускную способность Транссибирской магистрали. Это очень серьезный вызов. И один из серьезных вызовов здесь в данном случае это вот это вот узкое бутылочное горлышко к югу от Байкала, где в сложных условиях необходимо будет расширять железнодорожную сеть, которая, в общем-то, было понятно, например, долгое время в обход Байкала не могли построить железную дорогу, и поезда переправлялись паромом через Байкал. Так что здесь свои вызовы имеются. Вот Забайкалье обладает этим потенциалом, как ты и сказал, вот горнорудный сектор, например, тут много меди. Ну, там различные металлы. Полиметаллических руд, свинец, цинк, серебро. Да, золотодобыча. Железо. Логистика, приграничная инфраструктура, да, все правильно. Модернизация сухопутного погранперехода и сухопутных зерновых терминалов. Это вот все как раз то, о чем я сегодня говорил. Да. Но это еще территория опережающего развития. Ну, там действуют льготные условия для бизнеса. Ну, действуют льготные условия, просто проблема в том, что бизнесу должно быть интересно туда вкладываться. Просто объявить территорию льготной территорией, это еще ни о чем. Вот, это так же, как дальневосточный гектар. То есть можно сказать, что вот получи дальневосточный гектар и заселись на нем. Но этого недостаточно. То есть мы же сейчас не в железном веке-то живем. Ну, вернее, мы живем, конечно, в глобальном смысле в железном веке, но не в каком-нибудь там раннем. Но ты пришел, где-то там делянку себе построил, землянку, которая топится по-черному, там, не знаю, 12 квадратных метров. Вот, и там с семьей живешь автономно, никому не нужен, там сам одежду ткешь. Современному человеку нужна определенная инфраструктура. Без этой инфраструктуры туда заселяться смысла нет. Так же, как и для бизнеса. Бизнесу необходимо, бизнес, он потому и бизнес, что он извлекает прибыль. Если он перестает извлекать прибыль, он просто разоряется, он перестает быть бизнесом. Значит, для него там должны быть какие-то выгодные условия. Да, соседство с Китаем это довольно выгодно. Но тут надо понимать, что от чего мы, собственно говоря, каким образом выстраиваем партнерство с Китаем вот именно на этой забайкальской базе. Ну, мы там развиваем сельское хозяйство, в Китае тоже развито сельское хозяйство. Да. Вот. Там, не знаю, производим продукцию ширпотреба, какого? Китай тоже его производит. В общем, тут требуется не столько бизнесовая история, сколько реально стратегические планы участия государства. Так же, как и везде. Как мы говорили, например, про Камчатку. Так же, как и в Забайкалье. Там есть свои, вот то же самое золото или уран. Да, это стратегические ресурсы. Так же, как на Камчатке, например, это в основном рыбные ресурсы, вообще морские ресурсы. Дары моря. Ну, кроме этого, если мы говорим о серьезном развитии региона, мы не можем зацикливаться на одной, двух, трех отраслях. Мы должны рассматривать ее в комплексе. А этот комплекс мы должны рассматривать в совокупности со всей территорией страны. Вот и Забайкалье в данном случае, оно требует особого подхода. Вот. И, кстати говоря, серьезные проблемы – это депопуляция. Оттуда же масса народу выехала. И Забайкалье потеряла. Молодежь продолжает отток, да? Молодежь у нас продолжает, не только молодежь, вообще люди трудоспособного возраста съезжаются в крупные города. Например, очевидно, что из Забайкалья им прямая дорога, например, в тот же Иркутск. Из Иркутска там дальше уже в Красноярск, Омск, оттуда на Урал, оттуда в Москву. То есть, чем ближе к Москве, тем, как правило, выше зарплаты, вот, ну и, соответственно, тем больше возможностей. Ну, не случайно у нас, например, Бурятия являлась одним из самых закредитованных регионов, где практически на каждого человека там приходилось, по-моему, по 1,5, что ли, или по 2 кредита. То есть люди там просто задолжали в силу того, что, действительно сложные социально-экономические условия. Ничего, я не знала, это так, что это почти самый закредитованный. Конечно, есть там такие проблемы. Это один из самых депрессивных вот в социальном плане регионов нашей страны. И как мы будем решать эту проблему? Только стратегическим образом, то есть путем волевого, целенаправленного решения о том, что этот регион развивается таким образом. Берется, анализируются возможности этого региона, соответственно, берутся его сугубо географические, эконом-географические и физико-географические тоже показатели,
накладывается это все на общую динамику развития страны, на динамику развития и вообще на экономические, так сказать, параметры соседних стран. Из этого делается анализ и принимается волевое решение о том, что мы там, например, строим крупный комвольный комбинат где-нибудь в Нерчинске, например, который будет производить там, не знаю, 100 миллионов квадратных метров шерстяных тканей в год. Но для этого же нужно понимать в целом, что мы строим по всей стране, какая цель развития всего государства, чтобы определить отдельный план развития. То есть я не представляю, из каких целей и критериев будут составляться этот единый план развития условно всех территорий. Это как он должен быть? Во-первых, у экономики должна быть цель. Ну вот какая цель у экономики? У рыночной экономики цель максимальное извлечение прибыли. Если мы исходим из этого параметра, то это один вопрос. Если мы строим социалистическую экономику, то это будет совершенно другое. Она уже не на прибыль ориентирована, она ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей населения. А какая цель была у индустриализации? Собственно говоря, она в том и заключалась, что мы должны удовлетворять потребности нашей страны внутренние. Не за счет завоза товаров из-за рубежа, а за счет внутренних своих ресурсов. То есть такую цель можно поставить, условно говоря. Мы должны выйти на самообеспечение. Следовательно, нам для этого нужно, чтобы в этом регионе было вот это, чтобы в этом регионе было вот это, и в этом регионе было здесь мы уже смотрим, вот какой регион на что способен. Вот когда мы говорили, допустим, про ту же самую Камчатку, но очевидно, что у нее в нашем разделении труда всероссийском, всесоюзном, это в том числе и рыбка. Но кроме рыбки там может быть кое-что еще. Красненькое. Вот. И это кое-что еще можно развивать. Пускай это будет не на всероссийском уровне, но, по крайней мере, на региональном или межрегиональном уровне. То есть в данном случае, кстати говоря, это обеспечивает целостность страны. Вот это вот включение в взаимный оборот, то есть вот эти тесные экономические связи спаивают территорию страны лучше всяких лозунгов, речей, там, выступлений первых лиц и всяких там, я не знаю, записей в Конституции. Вот как только появляется экономическая связь, людям становится интересно жить вместе. Вот в этом отношении мы должны рассматривать каждый наш конкретный регион, что он может в общую копилку принести и что эта общая копилка может дать региону. А иначе получается, что там я живу в условном Энском регионе, вот центр выкачивает из него ресурсы, а обратно нам приходит какая-то копеечка. И вот местная элита сидит и думает, а зачем нам вообще это все надо? Ведь пока государство прочно, пока ей вот репрессивный аппарат хорошо действует, они, конечно, не рыпаются. Но как только какой-нибудь ответственный политический лидер говорит, что вы можете брать суверенитет сколько захотите, как это уже бывало в нашей истории, они скажут, окей, мы берем суверенитет, потому что мне теперь интересно там нефть, газ, уголь, алмазы, что угодно. Самому продавать, с тобой не делиться. Понятно, что это тоже рассуждение не в интересах широких масс населения, в том числе и своего региона. Но вот такие люди будут там вести националистическую пропаганду, говорить о том, что вот нас как вот мы, собственно, видим это на примере бывших союзных республик. У нас всю жизнь угнетали, из нас всю жизнь соки выкачивали. Сейчас мы будем распоряжаться сами по себе и будем богатеть. Богатеть, конечно, никто не будет жить еще хуже, но после этого будут говорить, вот мы живем еще хуже, но это из-за того, что вот вокруг нас кругом враги. То есть это такой будет большой артель или кооперация, или корпорация? Что это такое? Это разделение труда. А они все, и артель, кооперация, они все построены. Любое современное производство, оно построено на разделении труда. Общественный характер оно носит. Также вот у нас страна, она тоже должна носить общественный характер. То есть, когда мы говорим, что на базе местных ресурсов должны удовлетворяться свои какие-то потребности, это никак не отменяет того, что все равно регионы остаются взаимосвязаны. Как я уже сказал, там, допустим, население Забайкалья, пускай оно там вырастет до нескольких миллионов человек, но в целом все равно этого населения и ресурсов, которые там имеются, недостаточно, чтобы обеспечить себя всем. Вот всем без исключения. База какая-то есть. Там потребности, я не знаю, в зерне, в мясе, там, не знаю, отчасти в текстиле, может быть, там в каких-то продукции машиностроения, металлообработки, ремонтной мощности какие-то есть. Допустим, нет там производства тракторов. Трактора едут из Челябинска. А взамен в Челябинск едет, там, не знаю, железная руда, к примеру. Почему у государства сейчас нет цели
создать эту общую единую хозяйственную деятельность и самообеспечение. Вот Да, что так трудно сесть и в Государственной Думе и подумать о том, где что мы можем производить, где что нам нужно построить, что для этого нужно, где электростанции, где взять ресурсы, там, сколько денег, там, условно говоря, под это выпустить. Что так сложно, я не понимаю, это все сделать. Да, это не сложно. Больше того, вот эти вот все территориальные производственные комплексы, вот эта их концепция, она разрабатывалась в советское время, и, в общем-то, вот эта стратегия, она была выстроена. Проблема в организации экономики. Рынок – это всегда стихия, это хаос. Так что, сложно организовать экономику нормально? Да, что сложно. вот лучше, чтобы этот Забайкальский край загибался, люди кредиты брали? Ну, что Да, за логика? сложно, потому что логика такая, надо максимально извлекать прибыль. Потрясающе. Вы хотите Капитал людей уходит- убить или что? Ну, так это же происходит не только в России, это происходит и в других странах. Вот мы видим, например, как сформировался в Америке ржавый поезд. Когда стало невыгодно у себя производить автомобили, Детройт загнулся, например. То же самое до этого происходило, например, с текстильной промышленностью в Америке. Тоже прям была катастрофа. Не, можно, пожалуйста, по потребностям человека, людей уже многих просто сесть и составить стратегический план развития наших По земель? потребностям. Пожалуйста, Ну, что это такое? принципиально иная уже модель экономики. Ну нет, мы хотим другое, мы хотим, чтобы наши регионы развивались. Что ты рассказываешь, у меня слезы текут. Мы хотим. Вот сидит какой-нибудь предприниматель, и он тоже хочет, чтобы развивалась экономика, но ему вот надо сводить концы с концами, у него бюджет. Вот чтобы у него этот бюджет сводился, Я же ему в надо рамках прибыль государства. У извлекать. государства много ресурсов. Там что, нет людей, которые не думают о стране, которые не могут просто сесть и составить, условно говоря, что нам нужно для наших общих государственных потребностей. Ну, Чего мы вот, еще Ульяна это Юрьевна, продаем это и тема отдельного продаем? разговора, который выходит за рамки обсуждения Потому что времени одной на это только нет. судьбы Ну, что вот, Забайкалья. Вот, Есть ну, всё, ну и хотя бы в время обеденный есть. перерыв там об этом подумать. Я ну, не уверен, знаю. что они думают, они не настолько далекие люди, как Ну, а где этот недалекие. план, условно говоря, развития территорий? Ну, понимаешь, в чем дело? Если мы говорим про рыночную экономику, то и государство, которое у нас сейчас существует, оно поддерживает вот те порядки, которые установлены, в том числе и в Даже рамках если рыночной существует экономики. государство, понимаешь, Оно что отстаивает регион, интересы крупного ну, капитала. регион умирает, и что, разве вот нельзя Вот они- придать в одном участке эти рыночные Ну, идеалы? вот они пытаются зону свободного, вот эту вот особую экономическую зону это вот создают. это? Ну, это да, это одна из попыток. Как вот в текущих экономических реалиях это все дело каким-то образом раскачать, чтобы там это все дело экономика заработала. Насколько это хорошо работает, ну, мы видим. Все это очень печально. Я даже не знаю, что еще сказать на этот счет. Ну, на этот счет, я думаю, мы еще не раз поговорим. А сейчас, наверное, уже пора закругляться. Мы уже утомили наших зрителей. Ну что ж, дорогие зрители, я думаю, что не особо вас порадовали. Родина наша большая, родина наша необъятная. Ну, ее надо развивать. Будем Да, историческими страдает оптимистами, будем верить в то, что все это получит должное развитие. Столько А мы земель, к этому приложим усилия. столько земель, и все не освоено. Но я думаю, что сколько веревочки не виться, все равно конец найдется. Ой, как-то пессимистично. И мы увидим нашу страну развивающейся Развитый, и мы её обильной. увидим. И обильный, богатый, и непрерывно растущий на базе собственных ресурсов Да. и экономических В возможностей. студии со мной был Павел Орехов, географ в первую очередь, и шеф-редактор проекта «Перископ». До скорых встреч. Оставайтесь с нами. И подписывайтесь.